Ну что, вот еще один день в Судаке. Собирались мы изначально идти вон туда. Это гора Ай-Георгий. Ну, прошел утром дождь. Говорят, туда подъем довольно-таки скользкий, поэтому обойдем вот этот вот мыс Алчак. Это природный парк. Там тоже много есть чего интересного посмотреть. Сейчас идем туда. Ну что, мы подошли к началу экологической тропы. Алчак-Кая. Вон там вот видны указатели начала экологической тропы. Вообще это риф древний. Видно множество гротов. Сейчас пойдем по нему гулять. Море успокоилось сегодня. Люди уже пошли по маршруту гулять. Вот можно пройтись сначала по низу, потом спуститься через верх. Вот сейчас мы подумаем, как пойдем. Либо пойдем, вон сейчас перед нами Золотая Арфа грот. Пойдем через него, потом спустимся по морю. Вверх Золотой Арфы идет довольно-таки крутая тропа. Нам туда наверх. Сначала поднимемся к гроту Золотая Арфа, потом поднимемся на вершину мыса Каяк-Ая и будем уже спускаться по морю через чертов мостик, ну и так далее. Мы простых путей не ищем. Мы пошли не по тропе, пошли вот каменные ступеньки идут. Так, в принципе, ближе. И вот уже видим Золотую Арфу. На подъеме видим, встречаем можжевельник. Вот уже мы у подножья Золотой Арфы. Вот такой вот вид открывается на море, на гору Сокол, которая в облаках, на крепостную гору. Вот, подошли мы к гроту, выглянуло солнце. Сейчас пройдем через грот. Вот. И пойдем дальше на вершину мыса. Грот очень живописный. Пока людей здесь нету, мы снимем. Море спокойное, чистое. Красота. Вдали виден мыс Капчик. О, мы идем дальше. Заходим в грот. Грот очень красивый, сквозной. Миновали мы грот, дальше путь у нас лежит вон туда на вершину, вот по такому скальному подъему. Вон видно гору Святой Георгий, туда мы обязательно сходим. Видно крепостная гора, где стоит крепость. Видно гору Сокол. Там мы уже были. Есть видео. Впереди мыс Капчак. Виден Новый Свет. Там тоже мы все обошли. Смотрите наши видео. Ну что, идем по хребту дальше. На вершину. Дорога, в принципе, несложная. Не скользкая. Если удобная обувь, вполне комфортно идти. Ну что, поднялись мы по хребту наверх.
Вид просто великолепный. Сейчас пойдем вон еще на ту вершинку. С этой стороны открывается вид на мыс Меганом. Бухта. Сейчас сходим еще после той вершинки на эту вершинку и спустимся. Ну что, мы уже близко подходим к высочайшей точке мыса. Высота небольшая, 150 метров где-то, но за счет его уникального расположения с него удивительная панорама открывается. С другой стороны у нас заросли пихты и можжевельника. Запах, конечно, непередаваемый. Запах прям сказка, плюс еще утро, начинает роса под действием солнца испаряться. Наверное, лучшее время посещения этого мыса — это вот как раз утро, потому что воздух, ну, насыщен как в бане этими аромамаслами. Красота просто вокруг. Просто красота. Рекомендую здесь побывать. Очень рядом с Судаком. Время, ну, минут 15-20 на подъем. Но вид отсюда просто изумительный. Вот опять же мыс Меганом. Тихое, спокойное море. Запах можжевельника и пихты. Вид на гору Сокол. Вид на мыс Копчак. Новый Свет. Ну, еще какие-то горы. Вот вид на Ай-Георгий. В общем, просто красиво. Сидите и наслаждайтесь. Что спустились мы сверху. Вон тут тоже какая-то тропа и ущелье. Сейчас перейдем туда ближе к морю, на те скалы. Ну что, мы вышли на восточную часть мыса. Вот такие тут расщелины. Видно, часть мыса уже откололась и сползает в море. Вот такие трещины видны по всему участку мыса. Там уже море у нас. Трещины довольно-таки глубокие. Оксана поднялась наверх. Там уже под этой скалой идет тропа, которая идет по низу, по морю. Вот в ближайшее время, рано или поздно, все это окажется в море. То есть полмыса просто уйдет в море. Вон там уже кусочки, которые уже отпали. Вот идет трещина прям до самого конца мыса. Вот еще трещинка уже в другую сторону пошла. И видно, что она продолжается. Природные процессы, они неостановимы. Идет просадка породы. Вот здесь уже оно все осыпалось. Видно, с какой высоты все это падает. И вот он нависает и отходит. Вот на вершине вот этого мыса, обрыва. Вон видно, как проходит трещина.
захватывает высота и ответственность скал. Обрыв, отвесная скала. Идет тропа, которая идет по лесу. Что вот так вот идем по краю обрыва сверху. На обратном пути уже пойдем по низу. Вон там тропа идет по морю. Снимаем снизу. Идем дальше. Видно осыпание. Эрозия продолжается. Трещины. Кто любит экстрим, можно полазить и пониже. Вот дальше идем вот по такой живописной тропе вдоль обрыва. Ищем спуск. Где-то он туда дальше, за этой горой, должен быть спуск. Сейчас находимся на самой южной его оконечности. Вот он уже рукой подать до мыса Меганом. Мыс действительно впечатляющий, очень красивый. Сейчас ищем спуск. И уже пойдем по морю. Спуск довольно-таки крутой, местами сыпучка. Но если аккуратненько спускаться, довольно-таки несложно. Ну, кто-то использует 3 конечности при спуске. Ну, вот спустились мы с южной стороны мыса Алчак. Здесь вот на входе мы видим такие вот интересные статуи. Дальше у нас видна целая поляна с ними. И написано Алчак. Ну, это что-то вроде, наверное, кафешки и гостишки здесь строят. Ну что, после спуска спустились, видим вот такую инсталляцию на тему мая. Написано Алчак. Сейчас подойдем, пофоткаемся. Прикольно. По пути встретили лошадок, которые объедают маслины. Наверное, нравится. Вкусный, мой вкусный. Ну что, начинаем обход нашего мыса Алчак по берегу моря. Вот. Начинается подъем. Вверху пахло можжевельником и пихтой. Здесь пахнет морем, водорослями. Вчера было вынесло водоросли на берег. Ну, погода для начала ноября сказочно. Смотрел, море плюс 17, можно даже искупаться. Возможно, даже и искупаемся. Ну что, продолжаем наш обход мыса Капчак. Идем дальше, смотрим. Вот. Собаки устраивают заплыв. Водичка, судя по всему, теплая. Дальше сидят бакланы на камушках, ничего не боятся. Собаки на них охотятся. Сверху постоянно что-то осыпается. Вот такие вот обрывы над головой. Напоминаю, куда мы шли вот здесь поверху. Сейчас идем по нему. Собаки он тут охотятся за утками. Собака опять пошла в охоту за бакланами. Тоже очень красивые виды. Скалы, камни, море. Над нами тоже скалы, камни. Вот такие
скальные обвалы. Кругом на каждом камне сидят бакланы. Тут тоже своя прелесть есть. Что-то постоянно сверху сыпется. Но красиво. Что, смотрим вверх. Вот такие трещины и склоны нам открываются. Внизу прозрачное чистейшее море. Здесь вот такие вот скальные обвалы. Надо подниматься, опускаться постоянно по камням. Но скоро, рано или поздно, вот эти все обрушится вниз. Я сверху показывал, какие там трещины. В общем, вся вот дорога вот таким вот образом пролегает. Тоже красивые обвалившиеся камни. Ну что, идем дальше. Смотрим, насколько чистая вода. Ну что, подходим к туристической достопримечательности Чертов мостик. Он выглядит примерно вот так. Под ним великолепный грот. Сейчас мы туда спустимся и покажем и мостик, и грот со стороны. Вот так вот Чертов мостик выглядит снизу. Собаки продолжают нас преследовать. И мы спускаемся, по моему мнению, в красивейший грот. Что, пройдемся к Чертовому мостику. Свет он довольно-таки хлипкий. Сейчас я смотрю, его забетонировали. Он не скрипит, не шатается. В общем, сделали его очень прочно, чтобы не рисковать туристам. Ну и все, дальше дорожка с ступеньками. Ну что, вот и закончился наш круговой маршрут. Вышли мы вот здесь по ступенечкам. А поднимались вон туда, в грот Золотая Арка. Все примерно сколько? 4 часа занял, да, весь маршрут. Да, 4 часа. Впечатлений масса.
Виды великолепные. Рекомендую, пройдитесь, маршрут сложный. Не забывайте подписываться, писать комментарии. Сайт нравится, не нравится. Удачи!